Перед тем, как перекрывать портал, ставим сначала опалубку. В данном случае положили доску. На эту доску будут опираться клиновые кирпичи. Вот там видно кирпич, на котором лежит эта доска. И делаем также пяточные кирпичи, на которые клин будет опираться. Вот тут видно хорошо пяточный кирпич. Здесь вот еще один будет класться сюда. А вот подготовлены клиновые кирпичи для перекрытия. Это вид сверху. Видно, что топка футирована шамотным кирпичом. На дверку кладем шнуровой асбест, чтобы при расширении дверка не давила на кирпич. Она просто будет сжимать вот эту асбестовую прокладку. Вот с правой стороны положили два кирпича клиновых. Вот еще третий кладем. То есть кирпич опирается на доску. Вот видно, что немножко излишки раствора вышли. Их подрезаем мастерком. Теперь кирпич кладется на вторую сторону. Центральный кирпич в этом перекрытии сразу не выпиливаем. Его кладем уже потом. И вырезаем тоже потом. То есть, когда все кирпичи выложены, остается один. Уже замеряем по месту его. Вырезаем и потом только его устанавливаем. Этот центральный кирпич еще называется замковый. Такой клиновой перемычки должно быть нечетное количество кирпичей. То есть центральный он должен быть один. Как раз сейчас будем устанавливать центральный замковый кирпич. Ну, это уже на примере другой печи. Тоже здесь дверка со стеклом. Также подпилен под углом. А так вот мы подмеряем клиновые кирпичи. То есть ставим его по месту. Отмечаем низ, чтобы он был горизонтальным. И обрезаем его на станке. Ну и клин выпиливаем тоже на станке.
примеряем его, чертим черту горизонтальную и обрезаем. Потом обрезаем вверх этих клиновых кирпичей по уровню. Здесь вот тоже показаны все кирпичи, кроме замкового. Здесь вот видно опалубка, на которой стоит кирпич. Точно так же устанавливаем с одной стороны клиновые кирпичи, потом с другой, а потом вставляем замковый кирпич. Вот, забиваем замковый кирпич. Ну, а сверху кладется уже кирпич плашмя.